Привет всем, кто следит за моими приключениями. В прошлой серии мой путь лежал по небезызвестной дороге Рифильке, которая сначала мне показалась не очень-то и впечатляющей, но стоило мне подумать об этом, как ландшафт сменился, и она раскрылась передо мной в полной красе. Сейчас же мой путь по Рифильке подходил к концу. Время неумолимо летело, и стрелки часов уже приближались к 16:00. Этот день, начавшийся у меня в 6 утра с потрясающего Лисифьорда, был еще далеко не закончен. 270 километров уже пройдено, а впереди предстояло проехать еще больше 170 километров. Но мысль о скорой встрече с Харданджером, удивительной горной дороги, извивающейся вдоль живописных фьордов, придавала сил и вдохновения. Приятного просмотра и не забывайте оставлять комментарии, которые так важны для меня в качестве обратной связи и вашего мнения о просмотренном. Что ж, друзья, поехали! А там в горах снежные шапки. Уже конец августа, конец лета, а снег еще не сошел. Вот так бывает в горах. Так, ну что, остановился, полетал чуть-чуть. Все еще продолжается эта дорога Рифильке. Едем дальше. Красота. Лепота. Ну, шикарная дорога, просто среди скал. Ах и ах. Какая же красота. Вот этот участок мне определенно нравится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А что это у нас тут такое виднеется за красота? Ух ты. Да, виды тут потрясающие. Полетал сейчас на дроне. О, еще какая-то плотина. Сухьёхайды. Какие виды. О, какие скалы. В общем, на дроне уже батарейку высадил. Не успевает заряжаться из-за того, что очень часто, скажем так, остановки. О, красивая плотинка.
А, у меня через нее дорога, между прочим, идет. И это круто. Ух ты, ух ты. Прикольно. Но две машины тут не разъедутся, конечно. О, какие. А тут что за этот? Ай. Да ну нафиг. Ну что это такое? Чувствую, до финиша доеду часам к 9-10 вечера. Вот эти озерца маленькие. Ну, какая красотища. Я уже, наверное, надоел своими ухами-вздохами, но эмоции через край. Какая красота, а? Не, вот этот вот участок, конечно, просто потрясающий. Удивительно, что нету на этой дороге ни машин, ни мотоциклов, ну, буквально единицы попадаются. И то же самое на вчерашнем этом отрезке, который был просто потрясающий, тоже никого не было там. Очень мало. Как будто не сильно разрекламированные места, и ну, люди не знают и не едут сюда. Но мне это тем лучше. Но нигде не остановиться, даже, ну, там, если на остатки батареи, чтобы поднять дрон. Ну, или Mavic попытаться запустить. Ну, просто нигде не сделать даже для этого остановку. А там вдалеке тоже вон водопад еще. И дорога вот так по краю идет. Ой, какая красотища. Да, это, конечно, шикарно. Тем надо аккуратненько, дорога-то мокрая. Да и топлива уже не очень много.
Надо думать о заправке. Что-то я последние 50 километров ни одной заправки не видел. И на этой дороге что-то мне подсказывает, что ее не будет. Это еще где-то, значит, 40 километров. Потом, может, так совсем притычно будет. Но это то, что касается мотоцикла. А еще заправка для меня тоже нужна. Я последний раз перекусывал на утреннем пароме. Там пока была возможность, небольшая пауза. Быстренько себе сварганил бутики из запасов, которые у меня с собой. Перекусил, а уже так хочется. Понятно, что никаких длительных остановок на еду я не буду делать, но хотя бы, опять же, вточить пару бутербродов и двинуться дальше, чтобы эти мысли меня не отвлекали. Было бы неплохо. А еще лучше, если все в одном. Заправка, там же перекусил, чтобы было не несколько остановок, а одна. То есть я всегда стараюсь оптимизировать дороги остановки. То есть мне недостаточно быть голодным, чтобы остановиться, и недостаточно быть уставшим, чтобы остановиться. Вот если два фактора складываются, что я уже устал, мне надо обязательно отдохнуть, ноги размять, и при этом я голодный, ну тогда да, это место надо искать, чтобы приостановиться, отдохнуть, перекусить и двигаться дальше. Так, ну что, очередная у нас тут группа тошнотиков, которые надо как-то обгонять сейчас будет. Ну что, как обычно, силы были на исходе.
И короткий путь до гостишки мне показывал что-то около 100 километров. Но план есть план. А в плане у меня был сегодня еще Хардангер, если я правильно запомнил название. И я решил, нет, все-таки поеду. Неважно, насколько поздно я доберусь. Пускай я не буду делать долгих остановок там на фотосъемку, на полеты и так далее, но хотя бы проедусь, посмотрю эту дорогу. У меня в путешествии всегда преобладает принцип: лучше я буду жалеть, что что-то сделал, чем буду жалеть, что что-то не сделал. Поэтому лучше потом я буду уставший и с ног падать, чем буду потом думать, что я что-то пропустил стоящее. Тем более погода сухая, сейчас позволяет. Только что были два огромных водопада. Это инста запечатлела их достаточно. А вот, кстати, еще один водопад. Их вообще много тут. Насколько большой и мощный. Ну что, мы продолжаем по Хардангеру ехать. Интересно, название Хардангер как-то связано с английским словом danger? Отсюда название или все-таки не отсюда? Ну, как будто бы опасного я на ней ничего не вижу. Но любопытненько. Так, ну что, очередная у нас тут группа тошнотиков, которые надо как-то обгонять сейчас будет. Так, две машины легковые видел, и потом вроде пусто. Да. Ну какая же красота кругом. Наконец-то к вечеру я увидел какие-то лучи солнца. Сегодня, как я уже говорил, весь день был вечер, и только под вечер я увидел солнечный свет. О, сейчас, видимо, в тот туннель опять пойдем. Давай до туннеля обгоним этих двух товарищей. Красиво, красиво. Все, в туннеле снимать не буду. Так, ну подытоживая итоги по рефилке, хочу сказать, что мне очень понравилась концовка рефилки. То есть последние там, ну я не знаю сколько там километров, 20-30. Сколько вот, когда уже такая она пошла там как... Вот, то есть там, где вдоль фьорда шла дорога, ну, такое, да, она прикольная, но не так, чтобы ах. Тут, ну, скажем так, даже посимпатичнее, чем там вдоль фьорда Хардангер. Но посмотрим, что он нам еще впереди принесет. Или он весь такой, он или она дорога, наверное. Или он, если Хардангер. Или Хардангер. Кстати, уже, наверное, там и миник зарядился. Уже можно и полетать, если что. Ох, красотища. А вот еще одна дорога, похожая на дорогу вдоль Дуная. Это что у них такое растет? Груши. Ничего себе. Ну все, я заправил полный бак. И даже быстренько печенюху себе в рот закинул. Но, честно говоря, я с ценами на топливо у них прикола не понял.
Первый день ездил, ехал пока специально смотрел, что цены примерно на 95-й бензин около 20 крон. То есть на всех заправках там плюс-минус какие-то там буквально копейки отличаются по этой цене. И заправлялся там тоже и так далее. Вот. Сегодня выехал с утра и смотрю, везде ценники 22, 23, где-то даже 24 кроны. То ли от региона зависит, то ли, не знаю, так от дня ко дню настолько скачет цена. Ой, ну ладно. Стоит столько, значит стоит столько. Ну, заправляться в ней не надо было, ну так просто еще присматривал цены. Сейчас заехал в этот городок. В этом городке 3 заправки, и на всех заправках 18 цена. Ну что за чудеса, думаю, ну ладно. Заехал, залил полный бак. Ну, честно говоря, разброс цен такой от 18 крон до 24. То есть, ну это, грубо говоря, от евро 80 до 2,40. Ну так, если совсем грубо округлять. Ну, такие разбросы не слабые. Но все-таки как солнце вышло, ну сразу настолько веселее едется уже. Ну, то есть, нету ощущения, что там поздний вечер, ехать еще далеко и так далее. Сразу все, солнце, это середина дня, еще можно пилить там много часов, уже вообще ничего не парит. Все-таки сильно погода влияет на настрой. Так, ну что, сюда мы заедем на 5 минут отдохнуть. Ибо это место отдыха. Так, ну что, по Хардангеру мне осталось ехать 12 километров. Ну, что могу сказать? Ну, не могу сказать, что меня прям сильно впечатлил. Красиво, офигенно, но не охренительно. Вот так. Я уже такими мерками все исчисляю. Почему-то я решил, что уже к концу идет моя дорога. Но нет, это только Хардангер заканчивается. Потом мне еще пилить до Костишки. И еще что-то будет на пути. Но там около Хардангера магазин. Мне обязательно надо пополнить запасы. Что-нибудь на ужин себе купить. Ну и я для себя сделал выводы, что хорошая погода в Норвегии, видимо, по вечерам начинается. Второй день такое, что к вечеру все прекрасно, расчистилось. Мужик подумал, что я его приветствую. Я уже ловился на мысли, что я еду, эмоционально что-то рассказываю, руками машу. Ну, это придурок, едет один и с кем-то болтает. Вот популярная тема, много где такое. Стоят будочки, и в них там фермеры, там мед или просто лотки со сливами и так далее. И никакого ни продавца, ничего, там просто берешь, типа... О, все, это инста отключилась. Просто берешь и оставляешь денежку. Все на честное слово. А вообще не ожидал, что в Норвегии столько садов всяких, сколько всего выращивают. Вроде северная страна. Только в Латвии ни хрена не растят. Кроме картошки какой-нибудь. Ну вот я смотрю, что по факту у меня до гостиницы 35 километров, 40 минут. Но маршрута еще на 150 километров. Мне потом надо будет посмотреть, что у меня там в маршрутном листе. По-моему, если я правильно помню, у меня там был какой-то пункт, который можно сегодня, а можно завтра. Типа, как по времени будет получаться. Ну, посмотрим. Я говорю, еще часа полтора назад я думал, что надо уже как можно скорее... Ну, сколько ж растет? Что надо как можно скорее уже в гостиницу. Уже устал, уже вечер, уже туда-сюда. А сейчас что-то так распогодилось, так все классно, что, по-моему, могу еще кататься и кататься. Несмотря на то, что в 6 утра встал. То есть, по сути, уже больше 12 часов я езжу. Вот такие садовые угодья. Учитесь, латвийские фермеры, как выращивать даже в северных широтах. Такое впечатление, что еду где-то там в Хорватиях, Италиях. Ну, молодцы. Второй день у меня так получается тоже, что я каких часов до 3
борюсь немножко местами со сном, но не то, что в сон клонит, а голова такая немножко тяжелая от недосыпа. Думаю, ну сейчас вот на следующей остановке остановлюсь уже, бахну Red Bull, и там у меня с собой запас Red Bull на эти случаи. А потом неожиданно или солнце выходит, или какой-то там охренительные виды начинаются, и все, и как рукой снимает, и уже никакой Red Bull не нужен, уже бодрячком. Вот красивая развилка, я имею в виду развилку воды. И паромчик он пошел. Моментально сменилось. Свернул, все, мрак, тучи, облака. Ну туч нету, но облака он какие тяжелые, серые. Я не удивлюсь, если вот туда доеду, там дождь. Я сейчас вот так вот должен ехать. Как быстро все поменялось. Только что рассказывал, что солнышко, настроение отличное. И все. Вот они, горы. Да, забавно. Наверное, вот тут я в магазинчик и заеду. По-моему, у меня было отмечено, что это последний на пути. Ну все, в магазине затарился себе на ужин. Даже купил какую-то горячую котлетку в кулинарии, быстренько перекусил. В принципе, я недалеко уже от места ночевки, но решил еще на одну точку съездить сегодня. Она, ну, в принципе, 20 минут туда, 20 обратно. Думаю, столько я осилю еще сегодня. И тогда мне завтра с утра не надо будет туда ехать. Завтра, может быть, уже не такой жесткий подъем. Не в 6 утра, а в 7 утра, может быть, встану. И тогда завтра на одну точку будет меньше. Ну, норвежские цены, конечно, не маленькие. Ну, и не сказать, что совсем уж космос. Не, ну, то есть, дорого, конечно. То есть, по нашим меркам. Где-то раза в 2, наверное, дороже. Но... Вспоминая в Исландии, какие там ценники были, например, когда мы ездили, там вообще, блядь, одуреть было. Может быть, конечно, на данный момент примерно одинаково выровнялось, может быть, это тогда такое впечатление было у меня. Ну, так, чтобы вот так представление было, то есть я вот на ужин беру готовую еду, там, разогреть только что в микроволновке, как бы, ну, порция 8 евро. Пиво где-то порядка 5 евро баночка. Ну, от 4 до 5. Какие-нибудь печенюшки около 3 евро. Ну вот колбаску там беру, допустим, тоже колбаска там, скажем так, упаковочка в вакууме, это маленькая, там, ну, где-то 4-5 евро получается. Ну, как-то так. Питаюсь, скажем так, самостоятельно в основном. Да не в основном, в Норвегии только самостоятельно. И даже не из-за цен, а мне некогда ходить по кафе, ресторанам. В ресторанах, я думаю, что здесь ценник такой там нормальный. Вот опять это ларечек с ягодами. Подходишь, берешь, если ты честный человек, оставляешь денежку. А судя по тому, что это повсеместно, значит, все-таки честные люди преобладают. Мост, красавчик. Нифига себе, туннельчик. Вот то, о чем я и говорил. С подсветками красивыми, с кольцевыми. Да, только я не понимаю, куда мне надо ехать. Тут прямо, наверное. Проблема развязок в туннеле. Нету GPS-сигнала. Еще один шикарный мост. Кстати, интересно. Вот, допустим, проезд по этому мосту платный. Там стоит цена для легковой машины и для грузовой. Мотоциклом получается бесплатно тогда? Это первое такое размышление. А второе, интересная система оплаты платных дорог в Норвегии. Нету никаких вот этих остановок, пунктов сбора. Я не туда поехал. Замечательно. Так вот, нету никаких пунктов сбора и так далее. Насколько я понял, просто считывается номера машин и потом по месту жительства присылают счет, в том числе и в другие европейские страны.
Не знаю, как насчет третьих стран, как это работает и работает ли. Ну, вот так интересно, конечно. Вот еще один туннель с развязкой. И благодаря этому хоть развернуться смог. Сейчас, получается, еще раз проеду по этому мосту. Был бы на машине, заплатил 2 раза плату, видимо. А там вон еще идет какая-то дорога, тоже с туннелем пересекает. Ох, как бы только не стемнело совсем, пока я доеду до этой точки. 21 километр остался. Что-то не хочется мне на завтра это откладывать. Ай, красота какая. Вот это мое место ночевки. По-моему, это. Да. Чувствую, сейчас под дождик приеду я к этой точке. Тут явно был уже. Вся дорога мокрая. Ладно. Начал день с дождика, закончу день с дождиком. Я уже так подумал, что, ну, если будет совсем сейчас плохо, ну, завтра с утра, если будет хорошая погода, настроение и так далее, посмотрим. Может быть, повторно сюда подъеду. Посмотрим. Не буду загадывать, это я завтра решу. Главное решение на сегодняшний день, что сегодня я туда доеду. Осталось 7 километров. И потом домой. Я там явно один буду в такое время. Хотя не факт. На этот Гроссглокнер я тоже довольно поздно ехал. И по пути вообще ни одной машины не встречал. Наверх поднялся. А там, ну, в принципе, люди были. Немного, но было. 3-4 машины там было наверху. Ну, на дроне, видимо, точно полетать не судьба там. По крайней мере, посмотрю эту локацию, что она из себя представляет. Но, кажется, не зря поднимался. Наверх поднялся, а тут и посветлее. И, может быть, даже дождика минуло. И солнце вышло. Пожалуйста, пожалуйста. Пускай это все туда летит. Да, оказывается, темнело это, опять же, не из-за времени суток, а это из-за туч. Вот так-то. Тут голые ходят в Норвегии. Хотя скорее туристы. Так, и что это? И где это я? О, где надо, все правильно. Вот сюда я и ехал. Не зря ехал. Березка и скамейка с прекрасным видом на долину внизу, когда нет облака, наверное. А сейчас с прекрасным видом на белую
одеялку такую. Где еще такое можно увидеть? Там какие-то верхушки только горок видны из-под этой белой пелены. И вот я погружаюсь в этот туман, который только что сверху наблюдал. Не туман, а облако, наверное. Странно, только что сюда ехал, такого еще не было. Наверх ехал, чистая же дорога была. Офигеть.